Всем привет! Сегодня я хочу показать вам, как достаточно несложным способом сделать свой seamless pattern, то есть бесшовный паттерн. Данные фончики часто используются на упаковочных бумагах, подарочных пакетах, иногда на открытках. Достаточно часто вы их можете увидеть в какой-нибудь сувенирной подарочной продукции. Вот, для нашего паттерна я возьму просто обычный solid фон, однотонный, светло-голубой я использовала. Он должен быть отцентрирован по нашему лейауту, по макету. Вот. Ну и чтобы он был немного веселеньким и не столь однообразным, я добавила еще горизонтальных линий. Вы можете тоже добавить что-нибудь на свой вкус. Вот. Мы это все блокируем, чтобы в процессе набрасывания наших пончиков он не сдвинулся никуда, чтобы не испортился наш паттерн. Вот. И начинаем работать, набрасывать наши пончики. Вот. Пончики мы будем набрасывать как на границы, потому что, собственно, в этом и смысл бесшовного паттерна. Вот. Так и на само тело. То есть по центру, в общем, внутри паттерна. В общем, вы набрасываете себе и себе, потом посмотрим. Или же делайте за мной, повторяйте, как я. В принципе, вот наш готовый к обрезке паттерн. Единственное, я бы хотела обратить ваше внимание на данные срезы, там, где у нас будет обрезаться паттерн. Я бы хотела, чтобы вот эти мелкие элементы не попадали на область среза. И обращаю ваше внимание, что если вы будете работать с какими-то элементами, у которых есть очень мелкие детали, делайте, обращайте свое внимание на эти границы, чтобы не резать эти мелкие элементы, чтобы в дальнейшем они не потерялись. Потому что это может повлиять на качество вашего паттерна, когда вы будете заливать уже полотно. Могут потеряться просто. Итак, наш паттерн, заготовка точнее, готова к обрезке. Вы потом, в принципе, сможете немножечко поправить сами элементы внутри. Главное сейчас обрезать наш паттерн. Для этого мы создаем новый слой. На этом слое мы поверх всех слоев создаем квадрат бесцветный, без абриса, без контура. Вот. А дальше, чтобы он был отцентрирован по горизонтали и вертикали, то есть он лег по центру полотна, поверх всех элементов. Итак, идем в объект, контур, разделить нижние объекты, жмем. Наши объекты на границах разрезались. Теперь мы должны разгруппировать их. Разгруппировываем элементы на границах. Дальше мы будем заниматься перемещением. Для того, чтобы выделить те части наших объектов, которые мы будем перемещать, мы очень тщательно выделяем наши объекты. Сейчас, секундочку. Надо, чтобы видеть все полотно, потому что мы будем перемещать. Выделяем наши элементы и жмем правой кнопкой «Трансформировать», «Перемещение».
Для того, чтобы переместить части наших элементов по горизонтали, мы выставляем ширину 2200 пикселей, это ширина нашего макета. По вертикали мы оставляем 0 пикселей или изменяем на 0 пикселей. Для того, чтобы просмотреть, правильно ли у нас переместилось, ставим галочку «Просмотр». После этого наблюдаем, не осталось ли у нас какой-нибудь грязи с левой стороны, и жмем «Ок». Вот здесь слева не должно остаться никаких мелких деталей. Проверяем, чтобы ничего у нас здесь не осталось. Вроде чисто. Теперь перейдем к нашим элементам наверху. Так, тоже выделяем. Снова таки очень близко к границе, чтобы ничего не забыть. Можем приблизить, посмотреть, ничего ли здесь не осталось. Вроде как все выделили. Окей. Значит, мы начинаем перемещать. Переходим трансформировать перемещение. Жмем. Для перемещения по вертикали в поле по горизонтали мы оставляем 0 или меняем на 0. По вертикали добавляем 2200 пикселей, так как высота нашего макета также 2200 пикселей. Ставим галочку «Просмотр», чтобы убедиться, что наши элементы перенеслись сверху вниз удачно и нигде ничего не осталось. После этого жмем «Ок». Вот предварительно наш паттерн. Удаляем пустой слой, он нам уже не нужен. Итак, мы должны теперь проверить, все ли хорошо с нашим слоем с объектами. То есть он у нас должен был получиться 2200 на 2200 пикселей, как и наше полотно снизу. И расположение 1100 на 1100 это по центру ровно. Все, у нас получился паттерн, потому что он у нас идеально лег в полотно. Вот, теперь внутри мы можем что-нибудь подвигать так, как нам хочется, если нам кажется, что у нас что-то не очень гармонично смотрится. Ну, допустим, что-то уменьшить, где-то покрутить еще внутри. Ну, то есть это вы уже визуально сами смотрите, как у вас. Я смотрю, как у меня, и немножечко меняю. Вот, ну, в принципе, окей. То есть еще раз проверяем. 2200 на 2200, 1100 на 1100. Все по центру и вписалось в полотно. Теперь мы вместе с полотном проверим. Да, все окей. И можем добавить наш паттерн в образцы. И чтобы теперь проверить его в действии, как он будет выглядеть уже при печати где-либо, мы его заливаем. Окей, мне кажется, получилось очень даже вкусненько и аппетитно. То, что надо для какой-нибудь пекарни, может быть для открыток, ну, собственно, для подарочной упаковки или пакетов тоже на ура зайдет. Отлично будет для стоковой иллюстрации, если кто-то этим занимается. Хороших вам уроков, хороших вам примеров. Делайте, пробуйте, практикуйтесь. До встречи в следующих уроках.